Северная Корея может отправить на войну против Украины от 10 до сотни тысяч военных. К таким выводам пришел украинский военный эксперт Алексей Гетман. Однако, насколько реальна северокорейская угроза для Украины и возможен ли полноценный ввод войск КНДР на украинскую территорию? Обо всем по порядку. На связи канал Махамди, и я начинаю. Северная Корея — это маленькая страна, которая находится на Корейском полуострове. Ее население составляет около 26 миллионов человек, 99% из которых корейцы. Северная Корея имеет пятую в мире армию по численности почти 1,5 миллиона человек, к которой прилагается еще 6 миллионов военных подразделений и резервов. Призыв в армию Северной Кореи осуществляется с 17 лет, причем как для мужчин, так и для женщин. Срок службы призывников в войсках составляет 5 лет для женщин и 10 лет для мужчины. Северная Корея тратит на содержание армии 27% своего национального дохода, что является мировым рекордом, а отмазаться от службы в армии призывникам не так-то просто. На вооружении в армии КНДР находится около 3500 боевых танков, свыше 560 легких танков, более 2500 БТР, а также около 21 тысячи артиллерийских систем и минометов. В 2007 году на вооружении ВВС Северной Кореи состояло порядка 1100 самолетов и вертолетов, что делает авиацию КНДР одной из наиболее многочисленных в мире. Опасность участия Северной Кореи в войне в Украине заключается в больших воинских резервах данной страны, а также в возможностях Северной Кореи отправлять на войну мужское население. Тем более, что по озвученным мною данным можно сделать вывод, что призывники из Северной Кореи будут хорошо подготовленными к боевым действиям в Украине, благодаря хорошей выучке. Вопреки множеству мифов о том, что армия Северной Кореи устаревшая, военная доктрина этой страны проработана тщательно и идеально подходит для современных реалий войны, так как она делает огромный упор на количество артиллерии и авиации, которая сейчас и решает то, каким будет ход войны. Однако многие упускают тот факт, что северокорейская военная машина создавалась не просто так, и война в Украине интересна северокорейским властям сугубо с экономической точки зрения. Из-за того, что на Северную Корею наложены санкции большинством государств, эта страна не может нормально развиваться в экономическом плане, а угроза со стороны США, Южной Кореи и Японии просто вынуждает эту страну иметь большую армию. Именно поэтому, несмотря на огромный военный потенциал, Северная Корея может отправить в Украину лишь небольшой контингент, максимум на 100 тысяч человек. В этом плане Алексей Гетман прав, так как если Северная Корея отправит больше солдат, то это будет рискованным шагом, который ослабит положение КНДР перед Южной Кореей. Но какой смысл Северной Корее отправлять свои войска в Украину на расстояние в десятки тысяч километров? Северокорейские власти согласились помочь России снарядами, ракетами и минометами только за тем, чтобы Россия помогла КНДР с продовольствием и поделилась новыми технологиями. Вот войск КНДР в Украину — это не что иное, как страшилки, ибо Северная Корея даже не помогает России, как думают многие, а взаимовыгодно сотрудничает с российским государством. Также, чтобы ответить на главный вопрос видео, достаточно взглянуть на особенности устройства северокорейского государства. КНДР — это в первую очередь государство, в котором фактически правит одно семейство, которому принадлежит лидер этой страны. Власть в Северной Корее передается по наследству, а все граждане КНДР по сути являются личными рабами правителя. У людей в этой стране даже нет возможности выехать за границу, и они живут впроголодь на протяжении всей жизни, мечтая лишь о том, как бы сбежать с этого ада. Только диктатура и удерживает эту страну, а потому если северокорейские власти решатся на отправку войск в Украину, то по сути они устроят своему народу праздник, так как сбежать или залечь на дно в России или Украине намного проще, чем в Северной Корее, особенно учитывая размер русского государства. Даже если у призывника КНДР не удастся сбежать, то он все равно будет рад, так как кормить его будут именно русские, рацион питания у которых куда лучше, чем в Северной Корее. Неужели ты считаешь, что северокорейские власти решатся на такой шаг? Какая им выгода с этого? Вот напиши свое мнение по этому поводу в комментариях. А пока я тебе расскажу о том, откуда берутся слухи о том, что КНДР все же введет свои войска в Украину. И как войска Северной Кореи могут присутствовать в Украине по-настоящему. Понимаешь, слухи про солдат с КНДР больше всего исходят от украинских журналистов. И это не просто так. Интерес к войне в Украине упал, и это заставляет главных спонсоров войны отказываться от финансирования различных украинских организаций. А ведь этими организациями управляют люди, которым надо деньги, чтобы кушать и как-то существовать. Ведь Украина уже не сможет самостоятельно покрыть свои потребности. При этом денег на продолжение боевых действий, а также на покрытие внутренних потребностей Украины надо больше, но выдают их меньше. Потому различные медиа, лояльные Украине, пытаются разогнать тему Северной Кореи, чтобы подогреть интерес к войне и
показать, что противостояние в Украине лишь усиливается. И как доказательство этому, вот, уже КНДР скоро присоединится в конфликт. Северная Корея для многих из нас кажется чем-то далеким. И я думаю, мало кто с моих зрителей о ней что-то знал до моего видео. Простым людям не интересно то, как устроено такое государство, как Северная Корея. И потому им можно легко навязать все, что угодно. Вплоть до того, что она пойдет на тупость и отправит своих солдат за десятки тысяч километров защищать интересы другого государства. Однако доля правды в разговорах об угрозе для Украины со стороны Северной Кореи все же есть. И она проявляется даже не в поставках северокорейского вооружения для русской армии. Она проявляется в том, что между Северной и Южной Кореей сейчас идет обострение, которое может забрать внимание западных стран на себя. И если к этому всему прибавить еще и войну в Израиле, то выйдет ситуация, когда про Украину могут забыть ее самые главные спонсоры. Войны в Израиле и Корее будут для Запада куда интереснее, чем конфликт в Украине, потому что они будут касаться в первую очередь противостояния Запада и Китая. Китай для Запада куда опаснее России, и потому в случае начала войны в Корее и продолжения войны в Израиле Запад скорее оставит Украину на произвол судьбы, нежели будет помогать украинскому государству. И именно в этом плане КНДР и несет угрозу для Украины. Ходят слухи, что Северная Корея уже договорилась с властями России о совместных действиях для отвлечения внимания Запада от войны в Украине. КНДР может предпринять ряд провокационных действий на границе с Южной Кореей, среди которых может произойти наращивание военного присутствия вблизи демилитаризованной зоны, проведение масштабных учений с боевыми стрельбами, запуски баллистических ракет с ядерным зарядом в сторону Японского моря, подрыв участков дорог на границе, как это произошло ночью 15 октября. Такие действия вынудят Южную Корею и США усилить свое военное присутствие в регионе, отвлекая ресурсы от поддержки Украины. Также КНДР может использовать угрозу эскалации для дипломатического давления на Сеул и Вашингтон, требуя ослабления санкций против России и Северной Кореи. Дестабилизируя ситуацию на границе с Южной Кореей, Северная Корея может оказать косвенную помощь России, отвлекая ресурсы внимания США и их союзников от конфликта в Украине. Такие вот дела. Спасибо, что досмотрел до конца, и до новых встреч.